Привет, это Bubble на канале Технозон, и сегодня у нас речь пойдет об одном очень интересном и мега бюджетном Smart TV боксе. Ну а перед тем, как назвать модель этого самого Smart TV бокса, я хочу вам задать один вопрос. Можно ли в бюджете примерно $30-35 совместить такие характеристики, как iMlogic S905W, 2х16, Bluetooth, LAN-порт на 100 мегабит, само собой Wi-Fi 2.4, нативный автофреймрейт, отсутствие тротлинга и перегрева вообще, да еще чтобы можно было на этом всем деле поиграть. И многие скажут: Bubble, не гони, это невозможно. Они будут либо тротлить, либо греться, либо без Bluetooth, либо без автофреймрейт. А вот чтобы все в одном, невозможно. Так вот, Taniks TX3 Max. Все возможно, ребят. Когда я получил эту приставку, я как-то без энтузиазма отнесся. Она очень бюджетная. На момент съемки она стоит порядка $32-35. Но вот когда я провел тротлинг-тест, я, честно говоря, обалдел. За весь период тротлинг-теста температура приставки не поднялась выше 65 градусов, и это было удивительно. При этом приставка не затротлила вообще. А когда я начал смотреть первые видеофайлы и увидел, что в ней есть автофреймрейт, я просто не поверил своим глазам. Я пошел дальше, начал тестировать, и я начал проверять игровые возможности. И что вы думаете? Я даже поиграл на этой приставке за 30 с мелочью $. Об этом всем я само собой покажу в своем видео. Но самое интересное, что мне понравилось, это интерфейс LS-UX. Это просто нечто. Оптимизация прошивки достигла такого уровня, что вам не нужно заботиться ни о перегреве, ни о тротлинге, ни о чем. Вы просто ее включаете, настраиваете и пользуетесь. Единственное предостережение, которое я хочу сделать тем, кто эту приставку решил купить, либо уже купил: пожалуйста, не ставьте сторонние версии YouTube. В этой приставке необходимо использовать только тот YouTube, который идет в комплекте. Только он показывает с разрешением 4К. При этом еще и чертовски неплохо показывает. Хотя бюджетность этой приставки все-таки дала о себе знать. Супер тяжелые тестовые файлы Jellyfish с битрейтом выше 120 мегабит в секунду проигрывались не совсем так, как хотелось бы. Видны фризы, видны рывки и остановки. Но даже 110 мегабит в секунду — это очень хороший показатель, потому что такой битрейт свойственен достаточно качественным фильмам в 4К. А то, что эта приставка проигрывает 4К, мы с вами увидим по тестам в YouTube. Ну а для того, чтобы убедиться, что я покажу действительно бюджетную модель, советую вам пойти в описании под видео, нажать на ссылочку на эту приставку и посмотреть на ее цену. Ведь дальше в видео вы увидите возможности этой приставки, и я думаю, некоторые из вас не поверят, что за такую цену можно взять такую приставку. Так что я предлагаю потестировать эту приставку, но для начала я хочу рассказать вам о другом деле. Дело в том, что на нашем канале систематически проводятся розыгрыши, и на момент съемок этого видео у нас на канале разыгрывается вот такой вот NVIDIA Shield TV 2017 с игровым контроллером. Но для того, чтобы узнать, как принять участие в акции, идем в описание под видео и ищем ссылочку на эти самые условия акции. А также там есть ссылки на наши паблики в Viber, ВКонтакт и Facebook, где происходит очень много интересных обсуждений. Поэтому я очень сильно рекомендую туда вступать, а еще нажать на кнопочку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить все те прекрасные обзоры и информационные видео, которые выходят на нашем канале с завидной периодичностью. А сейчас я предлагаю взять вот этот вот Taniks TX3 Max LS-UX и перейти, распаковать, потестировать, посмотреть и наконец-то говорю свое фирменное: поехали, ребят! И вот он, Taniks TX3 Max Android TV Box. Достаточно простая коробка, без каких-либо обозначений. Предлагаю ее вскрыть сразу же. Упакована достаточно хорошо. И я вам скажу сразу, что она тяжелая. Она тяжелая, это значит, что в ней достаточно хорошо сделано охлаждение. Хотя я не вижу снизу диффузоров для отвода тепла. Мы с вами посмотрим обязательно ее температуру. Очень клевый дизайн, классная поверхность. Впереди у нас есть дисплей. Значит так, у нас есть разъем для TF-карт, есть два разъема USB 2.0, сзади у нас есть аудио-видео-выход и полноценный SPDIF. Это очень классное и необычное сочетание. Есть порт RJ45, есть HDMI и есть разъем питания. Больше на этой приставочке нет ничего, но она очень тяжелая. Я так подозреваю, что здесь сделали хороший радиатор. В коробке у нас все упаковано очень даже неплохо. Мне очень сильно нравится. Здесь есть вот такой вот пульт.
Очень необычное решение для Tanix, потому что обычно Tanix не выпускает пульты для приставок с кнопками. Есть стандартный HDMI кабель и есть блок питания. Блок питания у меня с вилкой для Англии. Дело в том, что в описании для видео есть под европейскую вилку. Я специально заказывал с таким вот блоком питания. У меня есть ряд клиентов, которым нужны именно такие блоки. Что ж, предлагаю взять эту приставочку и пойти посмотреть, что же означает вот эта надпись на коробочке с этим Smart TV боксом. Alice UX. Вот такой вот Tanix TX3 Max имеет достаточно интересный интерфейс. Поехали его обозревать. Главный экран у нас представлен вот таким вот набором плиточек, один из которых большая Alice UX Lite Edition. Это значит, что там скрывается некая модификация кода. Есть Google Play Store, есть Netflix, есть Chrome. Здесь на месте CPU монитора был YouTube, но я его заменил на CPU монитор. И как по традиции мы уже сразу включим температуру. Советую вам наблюдать за температурой весь период использования приставки. Также на главном экране мы можем добавлять плиточки. Добавим сразу все то, что мы будем использовать. Вот мы видим, добавилось у нас 4 дополнительных плитки. Очень красивый интерфейс. Также, если вы используете аэромышь и подведете мышку в левый край экрана, вы увидите здесь список используемых, вернее, запущенных приложений, которые можно удалить сейчас, очистить память одним нажатием, либо удалять по одному. Также есть виджет погоды. У нас есть вот переключение на различные разделы. А это разделы настройка. Сюда вы можете накидать тоже абсолютно любых приложений. Удобно невероятно, на самом деле очень классный интерфейс. И есть раздел приложения, где вы видите сразу все установленные приложения. Могу сразу отметить, что приставочка поддерживает Miracast. Сразу переходим к системным тестам и системному обзору. Мы видим, что это модель Tanix TX3 Max на базе процессора ARM Logic. У нас 2 ГБ оперативной памяти, доступной сейчас 834. Также всего во внутреннем хранилище 11,5 гигабайт, это доступных из коробочки, а вообще приставочка на 16 гигабайт, версия Bluetooth 4.1. Центральный процессор у нас 4-ядерный ARM Cortex A53 1,2 ГГц, это ARM Logic S905W, 4 ядра, 64 бита. Мы можем увидеть температуру. Температура на текущий момент вот в состоянии простое и не быстрой работы 55-57 градусов. Сразу же хочу запустить тротлинг тест для того, чтобы понять, насколько приставочка нагреется в процессе тротлинг теста. И вот мы видим уже практически конец тротлинг теста. Вы можете увидеть здесь пики. Это моменты изменения масштаба в самой программе экрана. Те, кто пользуется тротлинг тестом, знают, что программа при определенных условиях начинает менять разрешение самого графика. Именно в эти моменты мы видим просаживание. Сейчас я начал шевелить курсором, начал тут делать какие-то действия, и вот программа тоже начала на это реагировать. Если мы сейчас положим мышку, мы увидим, что у нас сразу же график полез вверх. Значит так, тротлинг тест закончился, и у нас его практически нет. Мы можем опуститься вниз, мы видим, что максимальная температура была 67 градусов, и ЦПУ тротлила до 88%, идеально. Сразу же поехали проверять спид-тест. На кабеле данная приставка выдала 94 мегабита на загрузку и 95 на выгрузку, что в принципе ожидаемый результат для LAN-порта. Теперь попробуем это все сделать на Wi-Fi. Wi-Fi 2.4 показал достаточно неплохие результаты работы, что в принципе было вполне ожидаемо. Ну а сейчас мы пойдем с вами в настроечки и посмотрим, что же у нас есть в настройках. Значит так, в общем, дисплей, настройки телевизионного дисплея подразумевают под собой изменение масштаба экрана. Настройки звука позволяют выбрать выход, на который вы будете передавать ваш звук SPDIF, HDMI, либо PCM формат. Регулировка разрешения. Из разрешения она поддерживает от 480p до 4К 30 Гц, который мы сейчас с вами и включим. В разделе кабель мы видим подключение по кабелю, в разделе Wi-Fi мы видим, что Wi-Fi сейчас отключен. Если мы выключим кабель, то здесь появится информация о Wi-Fi. Пожалуйста. Неоспоримым преимуществом является наличие Bluetooth. Также в данной приставке есть и стандартные настройки Android. А вот здесь начинается самое интересное. То, что приставка поддерживает HDMI CSC, это еще ничего. Вот то, что у нее в звуке есть Dolby Sound, объемный звук и все остальное, это тоже ничего.
А вот то, что в приставке за такую цену есть автофреймрейт, вот это для меня был сюрприз. Тем более автофреймрейт абсолютно адекватный, который переключает на абсолютно все режимы. Можем зайти об устройстве, посмотреть Tynix TX3 Max, версия Android 7.1.2. Большим преимуществом является наличие PowerKey Definition. Вы можете выбрать функцию, которую будет выполнять ваша кнопка включения или выключения. Есть встроенный Super User, где вы можете деактивировать либо включить Root Access. И есть Wi-Fi эмулятор. Wi-Fi эмулятор охренительная опция для эмуляции Wi-Fi при подключении кабельного интернета, что позволяет работать абсолютно всем программам, которые не поддерживают кабель. А такое, кстати, бывает. Мы видим, что у меня подключен джойстик IPEGA PG9089, а он нам нужен для того, чтобы проверить игровые возможности данной приставки. Да, на S905W можно играть. И вот наш аккаунт Google, который добавился абсолютно без проблем. И мы потихоньку подходим к проверке мультимедийных возможностей данной приставки. И проверять мультимедийные возможности мы начнем с онлайн-кинотеатра KinoTor, разработку которого поддерживает наш канал. Давайте сразу найдем, вот, например, фильм в качестве Blu-ray. Выбираем видео. Вот, фильм пошел, вообще отлично заработал. Попробуем перемоточку. Давайте на более светлое место какое-нибудь. Вот, все работает. Все идеально, отлично работает. Все плавненько, никаких фризов я не наблюдаю. Не забываем смотреть на температуру проигрывания. Давайте попробуем просмотреть торренты онлайн. Вот так вот сейчас найдем какой-нибудь цвет кофе с молоком. Вот есть Blu-ray диск RIP 1080p. Смотрим его через торрент. Вот мы смотрим фильм торрент онлайн. Вот так вот смотрим на температурку. Торрент онлайн 1080p у нас проигрывает просто идеально. Никаких проблем я тоже в этом не вижу. Так что достаточно классный кинотеатр. После KinoTor, для того, чтобы далеко не забегать, я предлагаю проверить сразу YouTube. Но вот YouTube я хочу вам показать, как работает в 2К. При этом YouTube, который предустановлен на данной приставке. Не советую сюда ставить другой YouTube, потому что вам будет крайне тяжело потом запустить этот YouTube на этой приставке. Придется довольствоваться какими-то обрубками, которые не поддерживают разрешение до 4К. Давайте с вами в YouTube найдем сразу 4К видео. Ну вот давайте сразу же тестовое видео Sony мы запустим и посмотрим. И вот мы видим стабильное проигрывание. Проигрывание в 2К. Он сейчас играет в 2К. Я вам могу показать это Я вам сейчас покажу это в настройках качества видео. Пожалуйста. Оп. Это 1440p. Если мы переключим на 4К, он будет играть это видео. Вот мы видим, как играет 4К на YouTube. Я специально подержу YouTube подольше. Он сейчас 4К воспроизводит видео. И я специально держу это видео подольше, для того, чтобы вы убедились, что 4К на YouTube данная приставка через кабель воспроизводит. Я думаю, более чем достаточно данного отрезка видео. И потихонечку мы подбираемся к IPTV телевидению, к проверке возможностей проигрывания IPTV. А вот IPTV мы будем с вами проигрывать на Halva TV Player Plus. Ведь Halva TV Player Plus это сейчас золотой стандарт по проигрыванию IPTV телевидения. Он поддерживает как EPG, так и архивы. Сейчас у меня загружен плейлист Edem TV, ссылочку на который вы можете найти в описании под видео, а также вы можете найти в описании под видео ссылки на скачивание Halva TV Player Plus. И традиционно мы идем и проверяем сразу же HD каналы. Начнем с VIP Premiere. И вот VIP Premiere работает. Переключаем мгновенно первый HD. VIP Comedy. Я сейчас это делаю абсолютно без монтажа, потому что зачастую люди говорят, ты монтируешь переключение. Нет, я ничего не монтирую, я вот разговариваю и переключаю. Переключаются каналы, HD каналы в Halva TV Player Plus на приставке Tynix TX3 Max абсолютно без задержек.
Nat Geo Wild. Вот еще один канал HD мы включаем. Meza Life HD. Единственное, что я здесь пропускаю, это контент, который запрещен авторскими правами. К сожалению, такое тоже есть. Давайте проверим, как работает архив. Вот мы видим, у нас работает EPG. Давайте в архиве посмотрим какое-нибудь видео, которое было немножечко раньше. Например, вчера. Вот Hot Right Now. Вот оно заработало. Блин, и архивы работают, и EPG работает. В общем, Halva TV Player Plus это отличный плеер, и работает он отлично на Tanix TX3 Max. Также хочу проверить возможности Torrent Stream Controller. А это, как мы знаем, онлайн телевидение через технологию Torrent. Вот у нас запустился канальчик, HD канал на Torrent Stream контроллере. Он работает. Температуру вы видите, она держится на уровне 68 градусов. На Torrent Stream контроллер это достаточно неплохой показатель. Но за что я не люблю Torrent Stream телевидения, это за то, что скорость его просмотра зависит от скорости вашего интернета очень сильно, и плюс от количества людей, которые одновременно с вами смотрят этот канал. Чем меньше людей, тем хуже оно будет показывать. Если вопросов по воспроизведению телевидения и фильмов у нас нет, я хочу проверить браузинг. Google Chrome достаточно отзывчиво открывает странички. Давайте зайдем на форум FOPDA. Вот он загрузился, мы можем попробовать побраузить, все очень даже плавненько и хорошо работает. Давайте зайдем на любую из ссылок. Вот, пожалуйста. Все очень быстро переключает, хорошо работает на самом деле браузер. И дабы закончить проверку мультимедийных возможностей, я вам скажу так, что эта приставка воспроизводит тяжелые файлы до 110 мегабит в секунду на H265 кодеке. Вот мы видим прекрасно проигрываемый Jellyfish, это 1080p. Я вам скажу так, 250 мегабит фреймрейт это будет уже проблема для этой приставки, и я хочу об этом предупредить. То есть вы видите, она начинает фризовать. Поэтому супер тяжелые фильмы на ней я вам не рекомендую пытаться даже посмотреть. Но и при этом на данной приставке можно поиграть, и я не шучу. Давайте с вами попробуем поиграть в такие игры, как Dead Effect. Dead Effect 2 на S905W процессоре. При этом неплохо, еще и держит достаточно нормальную температуру. Одна из моих любимых игр. На самом деле она очень хорошо оптимизирована для Smart TV боксов, и мне невероятно нравится. Особенно, что я могу на ней поиграть на 905W процессоре, я никогда вообще не думал. Советую обратить внимание, что приставка не нагрелась выше 70 градусов. Возможно, она поднимется еще на пару градусов, когда мы проиграем на ней, может быть, с полчаса минимум. Иди сюда, что ты такой кипишной, а? Не люблю я таких. Конечно, супер геймингом это назвать нельзя. И в некоторых моментах она, возможно, даже будет немножечко подлагивать. Но она нормально держит температуру в играх. И играть на этом можно. Сейчас мы с вами попробуем еще несколько игр, достаточно популярных и прикольных. Даже в Dead Trigger 2 можно здесь спокойненько поиграть. Как и в случае с Dead Effect 2, это работает также хорошо, при этом не нагревает приставку выше 70 градусов. Иди сюда. Мы уже на следующем уровне видим температуру процессора. Не забываем за ней следить. Как всегда, мой самый красивый монстр в этой игре, которого очень сильно люблю. Ну, то такое дело. Иди сюда. Так, Dead Effect тоже работает очень хорошо, температура 71 градус, вообще, блин, для игр это очень даже идеально. Я не знаю, каким образом Tanix оптимизировал здесь прошивку, но прошивка работает по факту очень хорошо и полностью раскрывает все возможности процессора S905.
Ну и Real Racing тоже работает, хотелось бы немножко больше плавности, но вопрос не в плавности, а в том, что эта приставка за такую цену способна даже на это. И мы видим, что температура опустилась даже с 71 до 70 градусов, что очень-очень хорошо в игровом режиме. Даже замахнулся на танки, на S905W. И самое интересное, она играет, она выдает 33 FPS сейчас. Я в тихом ауте, вообще как она работает. Конечно, с супер комфортным геймингом это назвать трудно. Здесь самые-самые низкие настройки, но 32 FPS она дает. При этом она нагревается не больше, чем 73 градуса. И я в тихом шоке. Как так, ребята, как так вообще такая ультрабюджетная приставка смогла вообще такое выдать? 74 градуса. Сможет ли она... Ну, куда вы по мне стреляете? Я что тестирую, зачем вы? Ай-яй-яй, меня сейчас разорвут. Блин, не могу привыкнуть к этому управлению на танках, на мобильных платформах. Это просто жесть. Но меня, по-моему, взорвали. В общем, она дает стабильных 30 FPS. 30 FPS на 74 градуса на танках. Я в шоке, честно говоря. Я уже сложил впечатление об этой приставке, поэтому давайте, наверное, пройдем и прорезюмируем сие чудо Taniks TX3 Max. Вот так вот. Танки 30 FPS, это было жестко. Но я скажу откровенно, комфортным геймингом в танке это назвать нельзя. Для этого нужны приставочки немного получше и немного посильнее. Кстати, ссылки на все приставки, которые мы обозревали, есть в описании под видео, и там есть очень много интересных вариантов. Но для тех, кто жаждет бюджета, очень качественного бюджета, вот эта приставка является отличным компромиссом. Она способна проигрывать видео 4К на YouTube, она способна отлично проигрывать HD-каналы в IPTV. На ней даже можно поиграть в какие-то незатейливые игры, которые оптимизированы именно для смарт-ТВ-боксов и для геймпадов. Так что мнение об этой приставке у команды Technozone таково. Учитывая ее супербюджетность, эта приставка имеет идеальное соотношение цены, качества и своих возможностей. Technozone ее рекомендует тем, кто не может себе позволить, либо не хочет вкладывать большие деньги в Smart TV Box. Technozone предупреждает, что данную приставку не стоит использовать в супер тяжелых видео. Ну а как общее резюме, вот такое вот устройство за 30 с мелочью баксов. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Technozone. Пока.